Зачем я делаю подмены воды? У меня нету тестов для определения параметров воды. Таким образом, я удаляю излишки нитратов, фосфатов из аквариума и смело лью удобрения уже для растений. И еженедельное обслуживание аквариума. Для этого нам понадобится сифон. Использую самый дешевый. Губка, карточка. Песок, имеющий мелкую фракцию, здесь течение может быть большое. Я использую вот такой шланг с меньшей насадкой. Изолентой тут намотано. Просто вставляю ее сюда, чтобы течение было меньше. И песок не засасывало в сифон. В сифоне в этих местах, где кормлю, стараюсь кормить в одном месте, в этих местах. И течение здесь меньше, и песок так не затягивает уже. Также поджимаю шланг иногда здесь, чтобы остановить течение. Глубоко я не лазю в грунт. О, рыбка попала, поймалась. Давай, давай, ломонишь. Ну, елки-палки. В грунт глубоко не лезу, сверху только сифоню и все. Туда уже не залезешь. Там уже сильно заросли густые. Сливаю обычно литров 10. Часто креветки попадают. Потом в тазу только проверяю. Сливаю небольшое количество воды, чтобы в этом же количестве промываю губку потом. Потом использую карточку. Вроде бы она чистое стекло, но на самом деле небольшой налет присутствует. Потом протираю губкой. Так до сих пор и не выяснил, какая сторона лучше чистит, это или это. Губка обыкновенная для мытья посуды. Чистоту стекла проверяю пальцами, если слышно звук. Вот такой должен быть. Самое сложное — это задняя стенка. Уже все заросло. Но, кстати, там зарастает только сверху. А внизу, если слышно, стекло чистое. Так, потом стекла протер, маленько простепонил, где кормлю рыбу. Обязательное условие, если у вас есть подогреватель, это выключать все электрооборудование, особенно нагреватель воды. Достаю свою помпу, она у меня тут спрятана хитро, и тоже трубки чистить надо, иногда раз в месяц хотя бы. У меня тут помпа спрятана в колодец. Попробую показать. Аккуратно тут уже заросли. Губку я использую мелкопористую. Вот она полезла. Поменьше грязи вылетело. Как всегда, на губке много креветок попадает в таз. Если у вас есть креветки, будьте внимательны. Губку мою в воде, тут же мою и помпу. И когда губку достанете, лучше всего сперва креветок отловить, которые попали сюда. Для креветок я применяю вот такой сачок, сам сделал. Материал органза. И даже маленьких креветок можно ловить. Вот какая вода. Губки не мыл, я ее 3 недели. Помпу. Шланги у меня куплены с Алиэкспресс, такой ёршик. Обязательно надо промывать трубки.
Потому что из-за того, что там бактерии, слизь накапливается, она уменьшает течение, кстати. В помпе также обязательно промывать роторную часть. Обязательно ротор промывать, он плохо, наверное, видно. Покрыт слизью. Здесь тоже обязательно промывать все каналы. Они тоже уменьшают скорость течения. Вся эта слизь, она вроде небольшая, кажется, а производительность помпы падает при этом сильно. Здесь ёршик удобно, обязательно промыть. Может, света мало, ну, поймете. Здесь, куда ротор вставляется, тоже обязательно надо промывать. Также обязательно лопасти промыть. Чистые, чтобы были. Это тоже влияет на скорость, на мощность работы помпы. У меня здесь колодец стоит, вот, сделан, когда я при запуске помпы, промыто все. Вот там будет много, наверное, мелких креветок. Надо сливать в отдельную емкость. Так, приготовил другой таз или емкость, скажем так, чтобы просифонить этот колодец, так как я говорил, там будет много мелких креветок. Для чего это делаю? Здесь скапливается много отходов жизнедеятельности рыб, мелкие. Этот таз я потом ставлю, он отстаивается, и я ищу креветок там маленьких. Я уже помпа с оголившимся проводом. Да, надо менять уже. Была она мне барбус этот, насколько тут стоит, 10 ватт, 800 литров в час. Уже 3 года служит. Да, тут проблема из-за растений. Чтобы растения туда не затолкать. Туда сильно разрослось все. Балбитис полакон хочет залезть. Что-то туда все хотят залезть. Присоску придавили и опустили до низу. И вот моя насадка на уголок. Все, конструкция продумана. Конструкция вся моя собирается легко и просто, и регулируется по высоте тоже. Так, пойду креветок посмотрю ловить. Как я ловлю креветок, свет может быть не очень мелких. Их здесь не увидишь в этом мусоре. Я вот так раскручиваю ее. И она останавливается, вода. А креветки даже мелкие, они цепляются за дно или за стенки. И их заметно становится. Вот крутится мусор, а креветка может зацепиться и будет держаться. И вот сколько грязи, вроде бы с чистого аквариума. Опускаю губку, ее уже не видно даже на 3 сантиметрах. Все, мне маленькое течение не надо. Снимаю насадку. Специально я вот так делаю, взбалтываю, скажем. Муть поднимаю. Специально делаю. Туда я не могу в траву залезть. Тут очень уже заросшая. Снимаю уже раструб этот, он мне нужен, чтобы в траву маленько залезть хотя бы. И сливаю воды. В моем случае я меняю 40% воды. Пытаюсь в траву там залезть где-то. Воду я вот сливаю столько. Ну, на глаз опять же примерно. Как выглядит это все сверху. У меня светильники самые дешманские, с Алиэкспресса. Цена им 600 рублей одному.
не хватало длины, у меня 80 сантиметров. Я вот взял два по 36 сантиметров, что ли, и соединил их вот так. Нормально. Там я сам приколхозил красные светодиоды. Обязательно проверяю воду, которую слил. Она не сильно грязная. На наличие креветок, они шустрые такие, видите, бывают. Ну вот, как я и говорил, вон одна носается. Оп. Поймали. И на место. Давай, слазь. Так, сейчас добавляю удобрения сразу в воду. Воду я отстаиваю. Как поменял сегодня воду, допустим, вылил, тут же наливаю другую. И она у меня неделю стоит. Так, добавляю я, это мой самомес весь. Так, это у меня азот, фосфор. Я его добавляю 5 кубиков. Но это не каждый день. Это только при вот подмене воды добавляю 5 кубиков азот, фосфор, калия 3 кубика. Я добавляю их 3 кубика каждый день. Железо я добавляю 2 кубика 2 раза в неделю. И магний, чистый сульфат магния без калия, добавляю раз в неделю 2 кубика. Так, как я говорил, воду отстаиваю, добавляю удобрения, падает все, как всегда, и заливаю отстойную воду. И если сливаете много воды, надо растения поправлять обязательно. Да, не ложатся, посмотреть. Балбитис у меня вылез. И расправить все растения. Или скучковать их как. Так, ушло у меня 35 литров воды. Это, наверное, половина. При обслуживании стекла заморались, они не заморались, заросли феном или что. Я их тру каждую неделю. Независимо от того, чистые они или грязные. Сейчас чистые. Так, все, воду поменяли. Надеюсь, по старости я не забуду. Давление добавил. Прополку я не делал. Планирую делать на той неделе. Устанавливаем свет обратно. О, градусник. Надо прилепить. Градусник, он имеет свойство постоянно отваливаться. Тут покучнее. Все уже зарастает, все к солнцу лезет. К свету забивают друг друга все. А то неделю надо прополку делать. Так красивше будет. Так, все, выставляем свет. Берем швабру. Протираем пол. Все, обслуживание закончилось. Все готово. Я пошел обслуживать второй аквариум 50-литровый. Там мне надо сделать подмену воды. Поменьше вам водорослей и всякой гадости в аквариуме. Кеда покеда.